На первый взгляд бобры кажутся обычными грызунами. Но на самом деле они являются одними из самых эффективных гидротехников природы. Они строят плотины, замедляют течение небольших ручьев и собирают воду. И эта вода может полностью изменить экосистему, потому что, когда прибывает вода, появляется жизнь. Благодаря плотинам, построенным бобрами, уровень грунтовых вод повышается, почва увлажняется и начинает расти трава. Эти травы привлекают насекомых, которые в свою очередь птиц, затем лягушек, змей, рыб и, наконец, крупных хищников. Все начинается с небольшой плотины, сооружаемой всего из нескольких веток и небольшого количества ила. Бобры замедляют течение воды, рассеивают ее вокруг и даже создают микроклимат. Они обеспечивают прохладу даже в самые жаркие летние дни. Зимой вода внутри их плотин не замерзает, потому что она постоянно течет. По мнению некоторых ученых, эти маленькие инженеры играют гораздо большую роль в поддержании климатического баланса, чем мы думаем. И если вы разместите их в нужном месте, они не просто построят себе дома, они начнут восстанавливать всю природу. Сейчас я отвезу вас в штат Айдахо в Соединенных Штатах. В 1940-х годах здесь был серьезный кризис. Из-за лесозаготовок, бесконтрольного ведения сельского хозяйства и пожаров, которые велись в регионе много лет назад, природный баланс был нарушен. Вода отступила, почва потрескалась, продуктивность снизилась, а естественная жизнь быстро исчезала. Фермеры были в отчаянии, а экологи обеспокоены. Землю нужно было спасать, но как? Тогда-то и возникла необычная идея. Давайте снова заселим эту землю бобрами. Хотя поначалу это могло показаться безумием, на самом деле у идеи была долгая история, потому что раньше в этом районе в естественных условиях обитали бобры. Но люди либо охотились на них, либо уничтожили их среду обитания. Теперь пришло время вернуть их обратно. Но возникла проблема. Добраться до этих земель по суше было практически невозможно. Дорог не было, местность была пересеченной, транспорт был дорогим. Но те, кто хотел вернуть природу, не сдавались. Решение было очень необычным. Бобров предполагалось перевезти самолетом. Да, вы не ослышались. Каждый бобр был помещен в специально подготовленные деревянные ящики. Эти ящики были погружены на самолет с парашютами, и они были аккуратно сброшены с неба в специально отведенные места. Когда ящики упали на землю, они открылись сами по себе, как и было задумано. И бобры отправились в свой новый дом. Видеозапись этого события до сих пор хранится в архивах. Это невероятный момент в истории науки и охраны природы. Но что произошло дальше? И здесь начинается самая впечатляющая часть истории. Когда бобры ступили на землю, они молча огляделись по сторонам. Никто не сказал им, что делать. Но они начали делать то, к чему привыкли инстинктивно на протяжении тысячелетий. Сначала они начали собирать маленькие веточки. Иногда они тратили часы на то, чтобы собрать всего одну палку. Но эти маленькие палочки стали основой больших перемен, потому что бобры начали строить плотины. Они выбрали небольшой берег ручья. Чтобы остановить сток воды, они положили ветки крест-накрест, добавив между ними грязи и листьев. В первые дни образовалась лишь небольшая лужица. Но эта лужица позволила почве вновь обрести влагу, о которой она так долго забывала. К концу первой недели почва вокруг стала немного мягче. Вода больше не утекала, а накапливалась и просачивалась в почву. Уровень грунтовых вод начал повышаться. В результате всего за несколько недель на некоторых участках начала появляться зеленая трава. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.